Всем привет! Сегодня я хочу провести вам экскурсию по городу Ла-Лагуна. Этот город был первым городом, который основали испанцы после завоевания острова у племени гуанчей. И много лет этот город сохранял статус столицы. Сейчас столицей острова является город Санта-Крус, но Ла-Лагуна сохранил за собой статус культурной столицы Тенерифе. Это главная площадь города Плаза дель Аделантадо. Она была названа в честь завоевателя Тенерифе Алонсо Фернандо де Луго. В середине этой площади находится старинный мраморный фонтан. Его изготовили во Франции в городе Марсель и доставили на корабле в 1869 году. Вес фонтана составляет около 30 тонн. Площадь окружают самые важные и значимые здания Ла-Лагуны, один из которых – монастырь Санта-Каталина де Сиена. Он был построен на том месте, где раньше располагался дом завоевателя Тенерифе. Монастырь открылся 23 апреля 1611 года. 2 раза в год в монастыре предоставляется возможность увидеть нетленные мощи Марии де Леон. Увидеть мощи монахини можно ежегодно 15 февраля и следующее воскресенье после этой даты. Это здание с национальными флагами является мэрией города Ла-Лагуны. Рядом с монастырем находится величное здание, которое называется Паласио де Нава. Это здание является примером канарской архитектуры, которая сочетает в себе элементы барокко, неоклассицизма и маньеризма. Дворец, как выглядит сегодня, был построен в 1776 году. Ранее, с 1500 года, здесь был другой дом, который принадлежал еще одному завоевателю Тенерифе Хорхе Гримону. Его потомки несколько раз модифицировали здание. С 1999 года город Ла-Лагуна внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На самом деле этот город очень интересный, здесь много мест, которые обязательно нужно посмотреть. Город имеет полное название Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна. Он был основан 27 июля 1496 года и до 1833 был столицей Тенерифе. Население быстро развивалось с притоком мигрантов из Европы, строились аристократические дома. Большая часть богатых домов того времени хорошо сохранились до наших дней. Жителей города Ла-Лагуна есть шутка. Лето пришло где? На Тенерифе? Нет, я живу в Ла-Лагуне. В Ла-Лагуне лета не бывает. На самом деле здесь климат отличается от других частей острова Тенерифе тем, что город расположен в низине, в окружении гор, и когда-то здесь, в середине этого места, находилось огромное озеро, но со временем оно уменьшалось, превращалось в болото, и приняли решение его осушить. Даже если вы будете посещать его летом, имейте в виду, что жары здесь не бывает. Вот я сейчас нахожусь август месяц, здесь 25 градусов, комфортная погода. Но зимой здесь бывает очень холодно. Я была здесь в рождественские праздники, на мне был надет пуховик, и я чувствовала себя комфортно. Зимой здесь может температура опускаться до 9 градусов, особенно если это вечернее время и зимний период. А летом, в принципе, климат хороший здесь. Единственное, что здесь бывает часто облачность и бывают дожди. А в остальном здесь приятно прогуляться, но в зимнее время имейте в виду, что нужно захватить теплые вещи, чтобы прогулка по городу была приятной и комфортной. Некоторые дома, которые раньше принадлежали аристократам, сегодня продолжают быть жилыми зданиями, нижние этажи которых используются под торговую площадь и рестораны. В Ла-Лагуне есть 2 исторических дома, о которых я расскажу отдельно чуть позже в этом видео, про дом лекара и дворец Салазар.
С приходом испанцев на остров, эмигрирующих из Европы, вместе с этим возникает религиозное влияние и строятся храмы, которые также сохранились до наших дней. В самом центре исторической части Ла-Лагуны расположено одно из последних грандиозных строений – католический кафедральный собор. Самая первая церковь на этом месте была построена в 1511 году, именно на той земле, где были захоронены аборигены Гуанчи. Начало строительства современного фасада было положено в 1904 году. Собор был построен из бетона и стал одним из первых зданий в Испании, при строительстве которого использовали бетон. Кафедральный собор является одним из самых высоких зданий в историческом центре Ла-Лагуны. Его высота составляет 41,5 метров. В святилище этого собора покоятся останки Алонсо Фернандо де Луго, завоевателя острова Тенерифе и основателя города Ла-Лагуны. Как культурная столица в Ла-Лагуне есть театр. Театр называется Лиаль. Впервые он был открыт в 1915 году. Архитектура строения здания выполнена в стиле эклектика. Вместимость зала позволяет разместить 512 зрителей. Гуляя по городу Ла-Лагуна, трудно не заметить каменную башню с колокольней. Высота башни составляет 28 метров. Она является частью сооружений главного церковного прихода Ла-Лагуны – Церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Начало строительства церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии было положено с 1496 по 1511 год. У входа в церковь на площади доктора Оливера находится бронзовый памятник в честь римского папы Иоанна Павла II. Но самое привлекательное этого строения является башня. Ее построили в конце 17 века. Она также символизирует город Ла-Лагуну. Одно из самых известных зданий в Ла-Лагуне – это дом Лекаро. Сегодня он принадлежит мэрии города и является музеем истории и антропологии Тенерифе. Ранее этот дом принадлежал очень богатому купцу Франсиско Лекаро де Леон. Вокруг этого дома ходит легенда.
У купца была дочь, которую звали Каталина. Ее хотели выгодно выдать замуж по расчету. Мужчина был богат, с хорошими связями в знатных кругах, но стар. Не смирившись с решением родителей, Каталина решила покончить с собой. В день свадебной церемонии она бросается в колодец на заднем дворе дома. Легенда гласит, из-за того, что девушка выбрала путь самоубийства, церковь запретила хоронить ее на кладбище, поэтому она была погребена в одной из комнат дома. Поговаривают, что призрак Каталины до сих пор летает в доме. Об этом свидетельствуют даже работники музея, слышали странный шум и шаги. Стоимость входного билета в музей стоит 5 евро. В пятницу и субботу с 4 до 8 вечера вход бесплатный. Следующее могущественное здание, которое хочу вам показать, находится недалеко от дома Лекаро. Это дворец Салазар. Это дворцовая резиденция графов рода Салазар. Строительство дома началось в 1629 году. Дворец переходил Салазаром из поколения в поколение, пока в 1891 году епископ Рамон Торихос выкупил дом уже у 8-го графа, сделав дворец резиденцией епархии. В 2006 году произошел пожар, который навсегда забрал большую часть памяти внутренней части дворца, но фасад чудом сохранился. Посетить графскую резиденцию можно бесплатно. От внутреннего дворика у вас останутся приятные воспоминания об этом месте. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!